Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет об автомобиле из США. У нас есть такая категория видео на канале. И этот автомобиль его сегодня дополняет. Santa Fe 4, как вы поняли по названию, по картинке. И видео об автомобиле в принципе, не сравнение вообще с Santa Fe 4, в принципе, по комплектациям, по всему. Что есть у него? Доставка, растаможка, есть ли смысл, и цена, разумеется, восстановления его. Есть ли смысл найти, привезти, восстановить, найти мастеров, либо рациональнее здесь его купить сразу и не париться, нужны ли эти телодвижения или нет. Что касается цены, у нас 186 машин продается с 2018 по 2021, вторые года, ну и третьи новые рестовые. Получается, самая дешевая 17250 на 2.4 бензине. Самая дорогая была $70 тысяч, $341 там по курсу переведено. Новая машина с 2.2 дизелем. Ну, с Америки вы дизель не привезете, только бензин. И 2.2 дороже растаможка. Первое преимущество автомобиля, помимо цены его с конкурентом, потому что новые паркетники стоят гораздо дороже, чем он вам обойдется в покупке, доставке и восстановлении. Это, конечно же, ходовая. Спереди Макферсон, сзади многорычажка. Простая надежная конструкция, которая уже давным-давно все ею пользуются, и в принципе автомобиль достаточно комфортный. Нету пневмы, которые все боятся, по $150 за один баллон, компрессора, блока клапанов, всего этого ужаса здесь нет. И по сути ходовая 100-150 тысяч ходит без проблем. Здесь еще 62 тысячи километров, так что, в принципе, ну, не стоит заморачиваться насчет ходовой, сколько хватит. Второе преимущество, это, конечно же, передний привод. Есть и полноприводные версии с подключаемым задним приводом, но, по сути, в городе это особо и не нужно, потому что у нас, ну, я не думаю, что вы погоните ее на бездорожье. Это не внедорожник все-таки, это проехать по плохой дороге, загородной максимум. И зимой у нас нормально все почищено, здесь полный привод по сути и не нужен, это только увеличение расхода топлива. И на многих автомобилях все равно с возрастом, хотя казалось бы корейцы надежны, но Kia и Hyundai, это есть знакомые на Sportage, ну и на других вот паркетниках, которые все равно мучаются с задним приводом. Машины 13-14 годов все равно мучаются, он то подключаться, то отключаться, короче, ведет себя неадекватно. Надо вам это или нет, помимо еще расхода топлива, такой вот геморрой. И самое главное преимущество, то что простая конструкция, не сильно мудреная, и это не паркетник, это кроссовер, это не Кашкай, это не Крета, не Дастер, все равно это авторитетный, как в нашем простонародье, черный джип. Да, это кроссовер, это не паркетник. Есть кроссовер, паркетник, внедорожники, но все равно в народе джипистость вот это. И это вот реально черный джип, который мы все любим, и сразу у вас авторитет, самомнение поднимается. Это гораздо круче, чем новый там Polo, либо что-то другое там бюджетное, хоть это не новое, а с пробегом, но все равно круче, как у нас это принято. И для многих это непосредственный аргумент. Под капотом 2.0 турбо, 235 лошадиных сил при 6000 оборотов, 354 крутящего с 3500 максималка крутящего момента. Почему так долговато, хоть этот турбодвигатель? Потому что поршневая 86 на 86, то есть квадратная, поэтому полка момента всегда смещается. Длинноходные двигатели славятся тем, что крутяжка раньше настигает с 1500, с 1700 вот в этих вот оборотах, поэтому машина проседает. 7,7, разгон до 100. Степень сжатия 10. Но преимущество ременной привод ГРМ. Цепь не будет растягиваться, не будет звенеть, и ременной все равно дешевле. Хотя ремня тоже хватает на 120-150 тысяч. На практике, в теории 100-120 всегда завод-изготовитель перестраховывается. И 5 лет гарантии дает. Но преимущество в этом: 8-ступенчатый автомат, очень хороший автомат, надежен. Вы можете сказать, да блин, Coolray, я вот тоже снимал Coolray, у него 7,5 до 100, то есть по факту быстрее этой машины, да. Но, во-первых, Coolray это паркетник, которого, блин, багажник меньше, чем, я не знаю, чем у хэтчбека C-класса по общему объему. Второе, после 100 Coolray не такой бодрый и веселый, как эта машина. Эта машина после 100 идет гораздо увереннее, чем тот же самый Coolray и тот же Equinox 1.5. Вот многие автомобили, которые уже были с объемом 1.5. По сути, сама вот, ну, ощущение, она не рвет снизу так уже, прям как рвали там легковые автомобили с двухлитровыми турбовыми двигателями, или бы другие двигатели длинноходные, больше здесь квадрат. Но она идет уверенно, не
зевая, достаточно уверенно ускоряясь, быстро, то есть динамика полноценная, приемлемая. Она, конечно, будет быстрее, чем Nissan X-Trail, который у нас был с 2.5 атмосферным. Для многих это преимущество, то, что это атмосферник, нет турбины, что многие боятся турбины. О, турбина сломается, надо снимать, восстанавливать, все, хана, блин, надо менять. Но она будет быстрее X-Trail за счет турбины, по-любому. И преимущество здесь это 8-ступенчатый автомат, а у X-Trail вариатор, поэтому автомат и живет дольше, и более ремонтопригоден, чем вариатор. И с точки зрения динамики он все равно быстрее, чем вариатор. Вариатор будет тупить больше, чем 8-ступенчатый этот автомат. В целом, по этому двигателю нет никаких проблем. Разумеется, он не нуждается в плохом масле, в плохом топливе. По-любому лучше 8000 замена масла, и масло не дешевое, хорошее топливо, хорошие охлаждающие жидкости, как обычно, не без этого. Ну и в целом нет по этим двигателям таких проблем. Да, возникают масложоры с возрастом, где-то уже турбина кидает масло во впуск, где-то все равно с возрастом, с пробегом будет масложоры расти, но не такими конскими шагами, как у многих других двигателей. И у многих это патология. А так какие-то все равно ГРМ придется поменять, опоры двигателя, сальники, прокладки, но все эти стандартные типовые вещи. Преимущество, опять же, этого автомобиля перед многими другими паркетниками, которые вы можете купить новыми, но дороже, чем обойдется вам эта машина, это, во-первых, шумка, который уже давно снимает. Я еще в 19-20 году снимал Кодиак, многие другие тоже компакт-кроссоверы, у которых даже вот на шумку не раскошелились. Видите, она же дорогая, безусловно, и нету газовых упоров. Уже в 2023 году отсутствие газовых упоров, но это как-то уже действительно несерьезно, и уже просто, честно говоря, просто обидно. Ну и самое главное, цифры. Все видео, в принципе, от этого и зависит. Всех будет интересно, сколько. 4000 доставка. Получается, со стоянки США в Брест $4000 доставка. С адреса до адреса, от порога до порога. Потом насчет растаможки. Растаможка, если льготная, то вам обойдется на 3500 со всеми платежами. Если же не льготная и полная, за 2,0, но это около 5 вы положите. То есть получаем уже 3504, 7500 на это все. Плюс восстановление автомобиля. Но здесь удар был не особо серьезный. Почему? Всегда нужно проверять автомобиль по документам, когда вы смотрите по ВИНу, что с ним происходило. Потому что у этой машины была ударена передняя часть, то есть бампер, фара, переднее правое крыло, ну и удар был чуть по колесу, там замял рычаг и амортизатор. То есть замена амортизатора, рычага, фары, бампер, крыло, покраска этих элементов, и стапелист немного ее выгнул сюда наружу. То есть совсем с работы... и подушки 2 стрельнули. То есть новые подушки, все, вот это покраска, это 5 штук. 5 штук плюс 7500, 12500 обошлась эта машина с ремонтом. Не считая цены, потому что цена это индивидуальная. Кому-то повезет, вы найдете дешевле, чем эта машина. Кому-то меньше повезет, он найдет дороже. Кто-то не найдет такую комплектацию автомобиля, автоматически будет дешевле, но хуже комплектация. Поэтому здесь все индивидуально. Но по ремонту на данный момент такие вот цифры. Если же вы без льготы, вам не получится найти автомобиль, вам придется полную растаможку платить, поэтому 5, доставка 4 и 5 восстановления, у вас уже 14 вылезает. Если у меня все в порядке с математикой. Да, 10 и 4. 14 штук получается восстановление автомобиля, не считая его цены. Но вот такие примерно цены, но это, конечно же, дешевле в любом случае, чем покупать новый Б-класс, который стартует от 20-21. Отдельный пункт это, конечно же, багажник. Я уже не запоминал, у кого больше, у Санта-Фе, у X-Trail, либо в других вот их конкурентов. Багажник достаточно объемный и просторный, больше, чем паркетников, безусловно. Ну что в салоне? В салоне у нас не максимальная комплектация, здесь limited получается комплектация, есть еще unlimited, но по сути дела кожаный салон, панорамная крыша,
Сиденье с подогревом и вентиляцией, подогрев руля. Отключение старт-стопа, переключение режимов, парктроники, 360 градусов, камеры слежения за полосой, активный круиз-контроль, автохолд. Ну, в принципе, все в машине есть. Круиз-контроль активный, климат-контроль, обогревы и вентиляции, подогрев руля. По сути дела, что еще нужно? Камеры в 360 градусов, все, что надо есть, память сидений. Трехспицевой руль я люблю, это мне нравится, всегда так более драйверских ощущений, даже если у вас 1.6 атмосферы, но все равно это типа на драйве, там 90 едешь с другими ощущениями, 90 там уже на краю машины, но все равно круче. Мультимедиа, по-моему, 8 или 9 дюймов, кто знает, дополните, пожалуйста, по-моему, 8. Два подстаканника, бесконтактная зарядка, контактная USB, AUX, еще один разъем USB, розетка 12 вольт, еще одна ниша для ваших вещей, там планшета, айфона. Удобный подлокотник, достаточно глубокий, тоже есть органайзер для мелочи, мелких каких-то вещей. Преимущество это в пространстве, когда у компакт-кроссовера нету столько места спереди, где можно вот столько всяких нишей сделать. Преимущество, безусловно, более объемных автомобилей. Бардачок тоже достаточно вместительный. Еще, опять же, одна ниша для телефона, пассажира или планшета. Сиденье не сказал бы, что прям спортивного стиля с ярко выраженной боковой поддержкой, но достаточно удобное и комфортное. Да, не самое топовое, но, опять же, не премиальный автомобиль. Здесь все на уровне, все равно соответствует уровню. Вот навигация на английском можно перевести на русский, радио, медиа, переключение треков, ну, все, вот, меню, телефон можно подключить ваш сиспунта через Bluetooth, ну, все типовое, как обычно. Пластик не самый топовый, но мягкий. Немного, но мягкий. В целом, вещь качественная. Вы не переплачиваете за бренд. Соотношение цена-качество один из самых выгодных вариантов, на мой взгляд. Давайте спорить в комментах. По месту сзади. Первое преимущество. Это, конечно же, простор. Все равно кроссовер, потому что в многих паркетниках и уже практически упираешься в переднее сиденье. Места меньше, чем в Б-классе, блин. Второе преимущество это, конечно же, наличие тонировки. Никто ничего не увидит. Плюс здесь еще шторки заводские установлены. Подогрев заднего сидения. Куда ж без этого, когда у вас кожаный салон. Хотя по большому счету уже больше 10 лет, даже почти 15 лет, уже везде алькантара. Но здесь кожа вентилируемая, конечно, но здесь кожаный салон, поэтому без подогрева никуда. Хром нигде не потрескался, не облез и не слезает, и нету ни единого намека на это, что спереди, что сзади, потому что вот пробег 62 500 километров не такой же большой, но достаточно, чтобы уже оценить качество и состояние салона. Руль стирается уже потиху, но в соответствии с пробегом. Синхронно пробегу, как это всегда в принципе и происходит. Достаточно качественная кожа здесь. Нету такого, как я снимал Эмгрант 33 000 и уже слезает хромированная окантовка возле ручки КПП. Здесь такого нету. Все равно качественная вещь. Панорамная крыша, про которую я очень часто забываю упомянуть. Ну, подлокотник везде уже типовые. На два подстаканника уже все бренды отошли от этих вставленных, выезжающихся. Вот эти понты ушли, хотя автомобили те постарели, а в новых должны быть больше всяких понтов и плюшек. Ниша для вашего айфона, две зарядки для вашего планшета, места над головой предостаточно, мягкий кожаный диван. Малибу, вспоминаю, 2-литровый турбо, он резвее прыгал, он все-таки легковой автомобиль. Но здесь это уже кроссовер, уже более просторный салон, более объемный багажник, семье проще. Ну, в общем, все классические преимущества и плюсы, которые есть между легковым автомобилем и кроссовером. Да, это не 2-литровый автомобиль D-класса, но тем не менее со светофора, вернее сейчас с поворота нормально, бодро взял. Конечно, на дыбы не встал, как на Малибу я выпендривался за рулем. Но все равно для такого объема такую телегу гнать достойно все равно. Ну и плюс по городу можно и турбануться, чипануться, вернее не турбануться, а чипануться. 250-270 можно выжать. Ну,
смысла особо такого нету, потому что все равно здесь ограничен по скорости, по возможностям. Стоковой динамики ей хватает. Преимущество-то, конечно, многих будет пугаться. Мне нормально, я уже привык к этим автомобилям, что вот старт-стоп, я сейчас стою, машина заглохла, как только начинаю уже двигаться, отпускаю тормоз, уже сразу завелась, и машина уже готова ехать. Дело привычки. Все равно вот эти мелочи, они все равно, когда их нет, ты начинаешь все равно, блин, хотелось бы, потому что многие все равно по классике, я лучше куплю X5, я лучше куплю Q7, там, конца нулевых, все равно машины уже 15-летние, все равно в них нет вот этого. Хотя во многих своих обзорах я говорил то, что по большому счету что нужно? Климат-контроль, активный круиз-контроль, который останутся впереди едущим автомобилем, там 360 круговой обзор. Ну и по большому счету все, потому что вот много автомобилей тестировал, и многие владельцы подключали себе систему слежения за полосой, превышение скорости. Это все подключали, потому что, говорит, задолбали уже пищать. Все повыключали, ездят без этого. Но все равно камера заднего вида, слежение, активный круиз-контроль, все равно это хорошие плюшки, которые нужны. Навигация, опять же, с ней напрягать, потому что вот многие тащат 1.5, вот те же Malibu, вот Equinox у нас был, опять же, 1.5. Нас там тоже было 3 в Equinox, и я уже так нормально на тапку надавливал, чтобы 80-90 ехать. Его хватает, она разгоняется, едет, все равно без проблем. Но я все равно, скажем так, прилагаю усилия. Я там заставляю машину ехать, а здесь я смотрю за спидометром, чтобы не превысить, чтобы мне камера не щелкнула. То есть обратный процесс, который мне более нравится, который более приятный. Преимущество то, что тихий салон, я не слышу двигателя вообще. Сейчас, хотя современные более двигатели, нету таких жужжалок, прям, которые раздражают. Но вот 1.5, 1.6 дизеля без разницы, французские, немецкие, вот очень часто такое тоже жужжание есть. 2-литровые дизеля, они тише работают. Интересен, как будет такой на 2.2 дизель, но 2.2 дизель с Америки вы не привезете, но в продаже стоит, я такое видел. За $70 тысяч, по-моему, с 2023 года. Вот, но здесь я двигатель абсолютно не слышу. Такое ощущение, что на электромобиле вообще едешь. Хотя Hyundai это не топовая марка, не топовый бренд, но тем не менее вообще тихо, я не слышу ничего абсолютно. По профилю, по комфорту, он переплывает. Нету, конечно, гидропневмы ситроеновской, либо там пневмы, как на более дорогих брендах, там, на Q7, на Mercedes, везде вот эти пневмобаллоны, здесь такого нету, но я не сказал бы, что жестко. Но вот 100-120 и даже гнать не хочется, все равно, как я помню, вот на D-классе, на E-классе, уже на седане, там, хочется долбануть, посмотреть, как она прет. Здесь просто комфортно едешь, есть скорость не в напряг, не напрягаешься, то, что ты медленно разгоняешься, ну и хватит, это такое же ощущение. Здесь уже другие впечатления, ты выше сидишь, лучший обзор, так себя более важным ощущаешь. Все равно, согласитесь, когда вы, все равно у нас есть эта джипистость, блин, там мода на джип, типа, ну да, не джип, это марка. Я сам сколько раз уже повторяю. Есть кроссоверы, паркетники, есть внедорожники. Но все равно в народе вот этого джипистость все равно. Ты уже на джипе, уже более важность такая. Ты уже смотришь по сторонам, уже так. Ты вроде типа не торопишься, уже так. Самооценка возрастает, и уже не то. Но притопить тоже иногда хочется. Оригинальный пробег здесь, я заметил, 62,5 тысячи. У автомобиля 62 579 на данный момент, если быть абсолютно точным. Но и тут уже искать изъяны и недостатки нету смысла. Все равно ходовой на 100-120 тысяч хватает, в принципе. Я в своей машине, не знаю, когда у меня там задняя ходовая менялась, 130 идем не напряжно, и машина спокойно дальше набирает. То есть вообще не... По ходовой достаточно комфортная. Не било нигде на стыках, ну, полотна не слышу. Шумоизоляция, я не слышу двигателя вообще. И так, шумка на уровне, я не слышу улицы здесь. По комплектацию, опять же, кто уже что себе найдет. То есть в целом, ну, хороший, достойный экземпляр. Потому что многие боятся немцев, что немцы переоценены, дорого стоят. Но зато качество, ну, здесь достаточно хороший уровень. Ну, Santa Fe мне всегда нравились, честно говоря. Ну, не хочу никого обидеть, владельцев там компакт-кроссоверов.
ну, здесь веселее, чем в Equinox, чем тот же Opel Malibu. Equinox это с опелевским двигателем, все одно и то же у них в салоне, и здесь повеселее это все выглядит, чем там. Хотя, опять же, тоже Equinox нерационально сравнивать с этим, это тоже паркетник считается. Но среди внедорожников все равно очень достаточно, получается, экономичный, динамичный и не такой скучный по салону, по самому интерьеру. Ну, тормоза отпустил, старт-стоп. Вот даже вот такие мелочи, все равно расход топлива. Если вот впадаться в крайности, покупать старый кроссовер, вот Q7, X5, они все равно вас разденут. Но если кому-то хочется возиться с этими ремонтами, то пожалуйста, но смысла в этом нету. Она достаточно маневренная, достаточно динамичная, веселая, комфортная и тихая. Но здесь уже каждому свое. Если хочется вам топить деньги, заняться восстановлением, вот проект вот, Audi A4 можете посмотреть. Мне, честно говоря, задолбало тупо ощущение, что я нахожусь без машины. Этот ремонт идет, и думаешь, блин, когда уже кончится? Уже хочется ездить, а не ремонтировать. Но если у кого-то кайф в ремонтах, то, пожалуйста, можете мазохизмом страдать, но это уже ваше личное дело. По итогу, в любом случае выгоднее пригнать такой автомобиль и его восстановить, чем покупать, опять же, ждать очередь, покупать новый Geely, компакт-кроссовер, который слабее его по мощности, меньше по надежности, и в случае ремонта вам тоже нужно будет ждать запчастей, чтобы что-то там починить, или у вас застучало, там, может, какой-то дефект, все равно придется ждать. Но самый главный пункт, это, конечно же, цена. И цена, безусловно, здесь меньше, чем паркетника. Решать, конечно, вам, но все же здесь есть репутация надежного бренда. Hyundai — это все равно надежный бренд. Santa Fe — это тоже плюс огромный. Все знают Santa Fe, и она славится как надежная, хорошая машина. И тандем двигатель-коробка здесь гораздо надежнее и уже с годами более проверенный, чем того же Geely. Что 8-ступенчатый автомат ее здесь надежен, чем 7-ступенчатый робот, который на Geely ставят, который все равно там с Vago скопировали, с Volvo скопировали, но больше всего с Volvo люди пишут. Все равно здесь все же понадежнее, качество здесь больше. Но это мое мнение, пишите свое мнение в комментах. А на этом все. Спасибо большое за внимание, ставьте лайки, расскажите о нас друзьям. Счастливо!